Почему рождаются дети с синдромом Дауна? Ответ на этот вопрос до сих пор никто из генетиков дать не может. В обществе к таким детям относятся как к больным. Но Инна Жмут убедилась, есть неродные семьи, где этих особенных людей любят. Вот так, вставай и ложись. Да, хороший мальчик. Володе и Денису уже дважды не повезло до рождения, когда прицепилась лишняя хромосома, а потом в роддоме от них отказалась мать. Пальцем тикають, що дитя не таке, як всі, розумієте? І особливо, коли батьки гуляють з коляскою такої дитини, то кожен хоче заглянути. Это главврач детдома, где растут мальчики, будто пытается оправдать родителей, но реалии жестоки. От детей солнца отказываются 4 украинские семьи из 5. Чиновники не скрывают, матерями им охотнее становятся иностранцы. 2012 року іноземцями було усиновлено 57 дітей з синдромом Дауна, причому 56 громадянами Сполучених Штатів Америки, 1 громадянами Канади. Громадянами України в 2012 році була усиновлена 1 дитинка. Объяснение будто бы есть, но от этого не легче. Потому что, я уже говорил о том, что дети с синдромом Дауна в цивилизованных странах не являются изгоями. Киев, иди сюда, садись. Собака с кличкой в честь украинской столицы, а 3 детей из Запорожья. Семья Хаузов из Флориды, одни из американских усыновителей. Сработало сарафанное радио. Детей с синдромом Дауна взяли друзья, решились и они. Главное, чтобы Украина не запретила усыновлять детей. Это будет очень печально. Они потеряют последний шанс на жизнь. Один из наших сынишек пролежал в яслях все 5 лет, и он весил всего лишь 9 килограммов. Он бы просто не выжил, если бы его не усыновили. Линди была фотографом, сейчас с детьми. Гай работает в церкви. В помощь им бесплатная медицина для особенных детей из спецшколы. И вот виден результат. Если с детьми заниматься, то назвать их недоразвитыми язык не поворачивается. Скажи глаз, любовь, ты. В Украине нет ни одной госпрограммы для детей с синдромом Дауна, а это значит ни спецшкол, ни другой какой-либо помощи. Именно это в детдомах называют причиной нежелания принять такого ребенка. Но в этой семье под Харьковом рискнули помочь таким детям хотя бы вниманием, сработало. Но таких добровольцев всего несколько на всю Украину. Слишком же они так нежні і трепетні. От буває, ми ж не всі желізні, заболію я, заболіє жінка, і не з таким умиленням підходить там по руки, по гладичі, по голові, робить гримасу на лице, що обична дитина такого не зробить. Но активные защитники детей солнца все же уверены, главное от них не отмахиваться. И сегодня, как и каждый год, вышли с этим призывом. Попробуйте утром перед выходом на улицу надеть на шею ожерелье из цветных носков. Нормальными вас сочтут вряд ли. Это, по сути, то, с чем каждый день приходится сталкиваться детям с синдромом Дауна. Эта акция найти родителей таким детям не поможет, но это и не ее цель. Важно еще раз рассказать людям. Эти дети не такие уж особенные, они похожи на нас. Им просто нужно немножко больше комфорта и любви. Инна Жмут, Максим Дробук, Светлана Шикера и Геннадия Никиенко. Подробности телеканал Интер.